начале этого года мы задумались над тем, что сетевые специалисты довольно часто оказываются в тени других айтишников, находятся второй роли на производстве, их не очень-то ценят. Ну и нас, как сетевую академию, этот вопрос, конечно, беспокоит, потому что мы хотим, чтобы наши выпускники были востребованы на рынке труда и не воспринимались как люди второго сорта. Понять, почему так происходит, в принципе, довольно легко можно. Это происходит потому, что работа, скажем, специалиста техподдержки, она на виду, он постоянно общается с пользователями. А работа сетевого администратора, она от всех скрыта. И большинство людей вообще не знает, что такой человек есть. Отсюда создается ощущение, что он не обязательно для производства, для успешной бизнес-компании, ну и соответствующее к нему отношение. Нас эта ситуация, конечно, не устраивала, но понять, почему это просто, а сделать так, чтобы этого не было, это гораздо сложнее. Мы понимали, что это проблема глобальная. Серии вебинаров, семинаров, тренингов ее не решить. Тем более, что наши ресурсы в этом плане достаточно ограничены. Поэтому мы задумались над тем, чтобы создать некий продукт, который бы показывал важность и сложность работы администратора, в то же время был бы простым, доступным, увлекательным, чтобы наибольшее количество людей имели возможность с ним ознакомиться, чтобы они действительно поняли заложенные в этой продукт идеи. Таким образом, мы решили создать игру, которая сейчас имеет кодовое название Cisco The Game. Что такое Cisco The Game? Это Action RPG с уклоном в сторону ролевой игры. Эта игра будет отличаться увлекательной, драматичной историей, которая будет развиваться нелинейным образом. Также у вас будет полная свобода развития героя, а будут отсутствовать обязательные перки, навыки, которые нужно обязательно взять. Вы можете развиваться любым образом, каким вам только интересно. И при этом вас ждет увлекательный геймплей, который будет зависеть от того, каким образом вы развиваете героя, и от того, какие решения вы принимаете по ходу сюжета. Поэтому у вас ни одна игра не будет похожа на другую, и все равно она будет оставаться уникальной и интересной. Наверное, самое любопытное для вас то, что благодаря технологиям Motion Capture и Facial Capture у вас будет возможность сыграть за хорошо известных вам героев. Ну, это пока ранний концепт-арт, поэтому, наброски. Значит, Cisco The Game будет развиваться на протяжении 15 лет, я имею в виду сюжет игры. Вы пройдете путь от простого слушателя сетевой академии Cisco до сетевого архитектора, которому подчиняется целый мир. При этом принятые вами решения будут влиять не только на то, какие задания, квесты вы будете выполнять, но и также на то, какие локации вы посетите. Например, если вы захотите поддерживать беспроводные технологии, то вас ждут путешествия в одни из самых живописных мест нашей планеты. А если же вы захотите развивать проводные технологии, то вашему вниманию будут предложены одни из самых крутых серверных, которые только можно найти в этом мире. И более того, решения, которые вы принимаете, они и влияют на игровой мир в целом, поэтому по прошествии 15 лет мир может измениться до полной неузнаваемости. Что дальше? Дальше хочется отметить то, что в игре будут присутствовать два совершенно опциональных режима. В первом режиме вы сможете взаимодействовать с сетевым оборудованием максимально реалистичным образом. Таким образом, эту игру можно будет использовать в том числе и для обучения, для подготовки. Мы надеемся, что этот режим будет наиболее интересен специалистам, ну и хардкорным геймерам. А для тех, кого не устраивает то, что Action RPG сдвинут во многом в сторону ролевой игры, будет опциональный режим, который
увеличивают сложность, интенсивность, частоту экшен-фрагментов. Ну, соответственно, игра становится больше похожа на привычный экшен. При этом вам будет доступно как вполне привычное по традиционным играм этого жанра оружие, так и уникальные оружие, навыки и умения, которые возможны только в мире сетевых технологий. Но при этом вас ждет уникальный геймплей, игра будет интересной, увлекательной. К сожалению, пока мы не можем назвать точные сроки выхода этой игры, за исключением того, что она выйдет не раньше осени, поздней осени 2013 года. Однако я с радостью анонсирую то, что 30 июня на торжественной церемонии вручения сертификатов уже в этом году вы сможете эту игру увидеть живую. Это будет не просто трейлер и не просто запись игры, вы увидите живой геймплей. Поэтому 30 июня 2013 года я буду рад всех вас увидеть, и мы будем рады продемонстрировать вам небольшой фрагмент из этой игры, пока еще, как мы находится в достаточно ранней стадии разработки. Спасибо, увидимся на церемонии.